Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Это самый вкусный и быстрый торт, который я когда-либо готовила и ела. Рецепт я нашла в интернете, опробовала и хочу поделиться с вами. Если вам нужно испечь быстрый торт и чтобы он наверняка был вкусный, то рекомендую. Готовьте, точно вкусно, проверено. В описании под видео указано количество ингредиентов. Беру отрезок пергамента, и нам понадобится слоеное дрожжевое тесто. Здесь у меня 900 граммов, я его делю ровно пополам. И одну часть пока убираю в сторону. Пергамент присыпаю мукой. Кладу на него слоеное тесто. Сверху тоже немножко присыпаю мукой. И буду раскатывать. Но не сильно, не тонко, а так, чтобы на него поместился круг диаметром 24 сантиметра. Именно такой торт у меня и будет. Это у меня форма разъемная, кольцо от нее. Я прямо нею выдавливаю ровный круг. Если тесто хорошо не отделилось, то я вот так вот слегка еще подрезаю ножом. Остатки теста делю на 4 части. Они нам тоже понадобятся и будут выпекаться вместе с коржом. Корж я аккуратно перекладываю на противень. Его нужно будет густо наколоть вилкой или ножом. Здесь у меня обыкновенная вода, я нею смазываю полностью весь круг, первый корж. Духовка должна быть к этому времени разогрета на 200 градусов. Отправляю выпекаться на 15-20 минут. В это время подготовлю верхушку торта. Беру еще один отрезок пергамента, кладу оставшуюся часть слоеного теста. Тоже не забываю его слегка припылять мукой, так чтобы удобно было раскатывать. И раскатываю еще меньше, для круга 22 сантиметра в диаметре. Это у меня меньшая форма, нею тоже я выдавливаю ровный круг. Слегка совсем подрезаю. И разрезаю теперь этот круг на сегменты. Сначала на 4 части. А затем каждую часть делю еще на 3 треугольничка. Основа для торта у меня испеклась. И я перекладываю теперь заготовки для верхушки торта. Смазываю водой, накалывать не нужно уже вилкой, просто смазываем водой и снова ставлю в горячую духовку на те же 15-20 минут. Верхушка готова. Приготовлю крем. В миске у меня творожный сливочный сыр. К нему я добавляю сахарную пудру и сметану 25% жирности. И все это взбиваю в однородную пышную массу. Можно, конечно, воспользоваться сливками 33%. В общем, все, что у вас есть. Но подходит и творожный сыр со сметаной тоже, как оказалось, очень вкусно. Крем получается воздушный. Торт буду собирать в разъемном кольце. Кладу сначала на дно основу, затем выкладываю половину крема. И распределяю ровным слоем по коржу. Далее нам понадобится любой джем, либо варенье. Здесь у меня смесь малины с клубникой. Я выкладываю половину. Далее я выкладываю оставшуюся часть крема и распределяю. И теперь поливаю оставшейся частью джема.
И теперь сверху аккуратно выкладываю треугольнички. Я немножко больше, чем нужно, раскатала тесто, поэтому один треугольничек у меня не поместился. Но не страшно, он был успешно съеден за кадром моей младшей доченькой. Главное выкладывать треугольнички так, чтобы между ними было небольшое расстояние. Ставлю торт в холодильник на 2-3 часа. А из остатков теста пока делаю крошку. Вся крошка, говорю вам сразу, не пригодится, поэтому опять же эти кусочки теста оставшиеся можно просто так съесть с чаем. Это очень вкусно. Присыпать, например, просто сахарной пудрой. Я достала торт из холодильника, он был там 3 часа. И острым ножом аккуратно прошлась по краю формы, сняла ее. И теперь крошкой украшаю бока тортика. В серединку немножко любого варенья или джема, у меня малиновое варенье. И вот такой вот красивый, мне кажется, торт получается. И он действительно очень вкусный. Сейчас мы разрежем, посмотрим, что внутри. Посмотрите, как мне кажется, очень аппетитно, эффектно торт выглядит. Большое количество крема. Он очень вкусный. Единственное, скажу сразу, его неудобно есть вилкой. Просто нужно брать вот так вот кусочек и откусывать. Ну, получается неимоверно вкусно, друзья. Обязательно готовьте. Я думаю, что рецепт вам понравится. Всех благодарю за поддержку, лайки, подписку, просмотры. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем мира и добра!